Если вы этим штрихом овладели, то правильно соединять блоки ваши у вас не составит вообще труда. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Я попытаюсь сейчас рассказать вам, как работать без стыков, без пустот и прокрашивать с одного раза максимально эффективно. Вот студенты мои, они очень сложно понимают, как большие площади, например, губы или тени на веках, ну даже и брови прокрашивать без пятен. То есть что обычно рисуют. И даже если вы прошли уже наш курс штрих дистанционный, у многих все равно возникают вопросы, как правильно рисовать. То есть если мы берем просто ровный отрезок, допустим, это тело, брови или губа растянутая, то есть я просто показываю прямые линии. То есть если вы рисуете штрих, вы ушли уже из прошлого века, из барашков, и вы нарисовали, в принципе, на одной глубине, с одинаковым нажимом штрих. Что делает вот прямо сейчас на курсе моя студентка? Она отступает и рисует штрих чуть выше. То есть вот одна из ее ошибок частых, когда она стирает, когда она все это стирает, у нее остается вот здесь пятно, потом пробел, потом пятно. То есть у каждого нашего штриха есть воздушная часть, потом яркая часть и потом опять воздушная часть. То есть вот это место, когда мы входим в кожу, частично идем в эпидермисе, потом входим в нам нужный слой верхней дермы, в нем равномерно проходим и опять в эпидермисе, и опять выходим. То есть вот эта часть у нас всегда полупрозрачная и воздушная. И либо вы должны идти такими блоками, сейчас покажу, тоже равномерный штрих, и дальше вы выдвигаетесь не на целый блок, а вы выдвигаетесь буквально на 2 миллиметра. И такой же, допустим, 5 миллиметров. И такой же 5-миллиметровый штрих у вас идет 5 миллиметров. Следующий ряд у вас снова вы выдвигаетесь на пару миллиметров вперед, и снова у вас это 5 миллиметров. И вот такими вот как бы блоками вы выдвигаетесь. За вами остается равномерная такая плотная стена пигмента. Первый вариант такой. Здесь вообще не остается никаких пустот. Это довольно плотный прокрас. Естественно, концентрация пигмента регулируется еще и количеством штрихов. То есть вы контролируете к нужному светлому месту, вы делаете штрихи реже, допустим. А если здесь у вас головка брови, то здесь вы тоже начинаете рисовать реже и более размашисто. То есть в таком случае стыков просто быть не может, при условии, что вы положили их правильно. Либо вы должны рисовать чуть-чуть ближе, то есть вот это мы должны передвинуть, чтобы воздушная часть штриха пришлась на воздушную часть штриха другого блока. То есть получается, мы должны вот наложить как бы один блок на другой, но только на воздушную часть. При условии, что вы овладели самим штрихом, то есть вы, если брать, вот, кстати, вот это кожа, и правильный штрих это когда вы вот так плавно вошли и на одной глубине прошли и вышли. То есть если вы сделали вот такой крючковатый штрих, то, естественно, да, в этой точке вы заглубились, в этой точке у вас остались какие-то пятнышки правильного цвета, здесь синюшного, здесь вообще ничего не осталось. То есть надо научиться как бы гладить кожу на одной глубине, правда, не гладить по поверхности, а на одной глубине. И если вы этим штрихом овладели, то правильно соединять блоки ваши у вас не составит вообще труда. То есть вот так мы делаем, если нам нужен плотный прокрас, вот так мы делаем, если нам нужна прям воздушная где-то дымка. То есть мы без стыков соединяем воздушным местом блок 1 и блок 2 и поднимаемся дальше и расширяемся в сторону. То есть это уже в зависимости от нужных нам задач.